История сухогруза Паша Балкер, который сел на мель. Судно МВ Дрейк, ранее известный как Паша Балкер, представляет собой Балкер транспортной компании, владелец судна Диспонент, Япония. Ожидая загрузки угля в открытом океане за пределами гавани, Паша Балкер сел на мель во время сильного шторма 8 июня 2007 года на пляже Нобис в Ньюкасле, Новый Южный Уэльс, Австралия. Судно Паша Балкер был построен в 2006 году компанией Sasebo Heavy Industries Co. и ходил под флагом Панамы. Его длина составляет 225 метров, ширина 32,2 метра, а вместимость грузового отсека 90 911 кубических метров. Рано утром 8 июня 2007 года корпорация Newcastle Port Corporation связалась по радио с 56 пришвартованными кораблями, ожидающими у побережья для загрузки угля, чтобы предупредить их о необходимости выйти в море, чтобы избежать приближающегося шторма. Судно Паша Балкер вместе с 10 другими кораблями предупреждению не получили. Когда внезапно обрушившийся шторм сорвал грузовое судно с места и понес в открытое море. А в 9 часов 51 минута он высадился на берег. Корабль не обращался за помощью к буксиру, сел на мель с полностью исправным машинным отделением, а оба якоря все еще в корпусе судна, что привело некоторых морских экспертов к мнению, что капитан корабля не принял надлежащих мер предосторожности. После того, как судно Паша Балкер сел на мель, 22 филиппинских и корейских члена экипажа на борту были успешно спасены вертолетной службой Westpac Rescue с судна, которое село на мель примерно в 30 метрах от берега на популярном пляже Нобис. В то время судно было пустым, ожидая загрузки 58 тысяч тонн угля из порта Ньюкасла. Однако в нем содержалось около 700 тонн мазута, 38 тонн дизельного топлива и 40 тонн смазочного масла, выброс которых мог вызвать экологическую проблему. Во время дальнейшего шторма корабль вытолкнул на берег так, что он оказался почти параллельно берегу, а нос и корма застряли в песке. Затем весь корабль оказался в ловушке между пляжем и скалистым рифом. В первую неделю спасательная команда загрузила судно балластной водой, которая погрузила его ниже, так что его корпус прочно стоял на морском дне. Его расположение на популярном пляже и непосредственная близость к центральному деловому району Ньюкасла сделали судно Пашу Балкер туристическим направлением и спровоцировали небольшой экономический бум. Судно Паша Балкер даже рекламировался на eBay в течение короткого времени, когда ставки достигли $16 миллионов, прежде чем eBay закрыл аукцион. 9 июня 2007 года спасательная команда во главе с Дрю Шонноном поднялась на борт корабля, чтобы оценить состояние корпуса. 11 июня 2007 года следователи по спасению подтвердили, что внешняя оболочка двойного корпуса корабля была пробита, и на правый борт попадала вода. Было решено, что попытка снятия с мели будет продолжена, несмотря на опасения, что корабль слишком сильно поврежден, чтобы его можно было снять с мели. Любая попытка сдвинуть корабль с места должна была происходить во время прилива, когда собственная плавучесть корабля уменьшала бы требуемую буксировочную силу и вероятность его разлома на две части. Попытка спасения не заключалась в удалении топлива или масла с судна. В плане спасения судна Паши Балкера использовались якоря, выставленные в море, которые корабль должен был использовать, чтобы затем лебедкой двигаться в сторону моря, и 3 буксира, буксирующие его с целью перетащить нос через скалистый риф. Затем авианосец тянул к морю по пути между двумя скалистыми рифами. Группа аварийного реагирования была оставлена в режиме ожидания, если вдруг на судне начнется утечка топлива. А вокруг места нахождения корабля была установлена запретная зона с маркерными буями, чтобы не допустить проникновения всех кораблей и серферов в этот район. Кроме того, 25 июня 2007 года вокруг корабля была создана запретная воздушная зона.
Заключительные приготовления к снятию корабля с мели начались 28 июня 2007 года, когда водяной балласт, добавленный ранее для стабилизации судна, был откачан для повышения плавучести. Около 17 часов 30 минут буксиры начали тянуть тросы, прикрепленные к носу по левому борту, и судно впервые двинулось с места. Океанская волна высотой до 4 метров ударила по кораблю и заставила его нос двигаться вперед и назад, даже когда он был привязан к буксиру. Вскоре после того, как судно начали смещать, оборвался один из тросов, соединяющих судно с буксиром Кира. Это привело к решению сделать еще одну попытку после перегруппировки спасательных бригад. Спасательные работы утром 29 июня 2007 года были затруднены из-за обрыва большего количества тросов. На этот раз это были тросы, прикрепленные к Тихоокеанскому спасателю супербуксир и морской якорь. Балластная вода была повторно загружена, чтобы помочь сохранить достигнутые первоначальные результаты, а следующая попытка переместить судно была отложена до вечера 1 июля 2007 года. Чтобы дать инженерам-спасателям больше времени для крепления новых тросов к буксирам и между лебедками и морскими якорями. 3 спасательным буксирам удалось повернуть судно Паша Балкер так, что теперь он оказался лицом к глубокой воде, и ему не хватило всего нескольких градусов, чтобы очистить риф. В своем новом положении Балкер находился всего в 50 метрах от воды, достаточно глубоко, чтобы снять судно с мели и увести его. Однако вблизи судна Паша Балкер были обнаружены 2 отдельных нефтяных пятна, что вызвало опасения по поводу возможного разлива нефти. Корабль по разливу нефти Ширли Смит был отправлен для оценки угрозы утечки нефти, в то время как спасательные операции были приостановлены. Позже было установлено, что жидкость была просто смазочным маслом, выброшенным из подвешенного гребного винта и сломанным рулем направления. Корабль был успешно отбуксирован от рифов с 3-й попытки приблизительно 9 часов 41 минута вечера 2 июля 2007 года на 500 метров от берега. Затем он был проведен в 11 морских милях от береговой линии Ньюкасла и осмотрен водолазами на предмет разливов нефти и для определения степени повреждения корпуса. Оценка, проведенная водолазами во время удержания корабля в открытом море, показала, что одна из балластных цистерн была затоплена. Незначительный ремонт судна Паша Балкер был проведен в гавани Ньюкасла, прежде чем корабль был отбуксирован японским супербуксиром Койоумара для капитального ремонта в Японии. После того, как корабль был снят с мели, возникли вопросы о том, кто будет платить за подъем корабля. 4 июля 2007 года было объявлено, что японские владельцы пообещали оплатить полную стоимость спасения в соответствии с международными конвенциями. Спасательные расходы в размере 1,8 миллиона австралийских долларов были окончательно оплачены в июле 2008 года. Правительство Нового Южного Уэльса не выдвинуло обвинений против мастера, потому что халатность не могла быть доказана вне разумных сомнений. В морском отчете Нового Южного Уэльса говорится, что виноваты ужасные погодные условия в сочетании с плохим морским мастерством капитана судна. В разгар инцидента капитан корабля ушел с мостика, чтобы позавтракать. В отчете говорится, что капитан не смог осознать влияние прогнозируемой погоды на якорную стоянку, хотя предупреждения о ветре были получены еще 3 июня 2007 года. Капитан также не балластировал судно из-за плохой погоды. В 2008 году судно Пашу Балкера переименовали в Дрейка. С тех пор судно было отремонтировано и возвращено в строй. В 2018 году корабль снова переименовали в Ксентеа.